Всем привет! Я приветствую вас на канале Радости и приятности своими руками. И я уже начала подготовку к Новому году и предлагаю вам мастер-класс по созданию тигра, символа 2022 года. Для пошива своего тигра я создала вот такую выкройку, предварительно найдя в интернете подходящий мне рисунок, и по его мотивам сделала выкройку, набросала. Значит, тело тигра, голова, хвост, верхние лапы, нижние лапы и ушко. Ушки. Вот такие вот ушки. Друзья, кто хочет воспользоваться моей выкройкой, пожалуйста, можете снять ее с экрана и шить себе такого же замечательного тигра. Тигры я буду шить из фетра. У меня два вида фетра. Ну, вернее, вид один, только два разных цвета. Вот такой вот приятный желтый оранжевый горчичный и такой коричневый шоколадный. Эта ткань, как вы понимаете, для основного тела, головы, хвоста и лап. А эта ткань для создания имитации вот таких вот знаменитых тигриных полосок. Также мне потребуется небольшой кусочек белого фетра, чтобы выделить вот эту вот часть на мордочке и вот эту часть. Также нитки мулине, чтобы вышить вот эти точечки. Потом, возможно, мне потребуется такой тоненький шнур. У меня есть такой, он как бы такой, не знаю, даже лавсановый такой. Я уже шила кошечку и делала из него усы. Возможно, здесь я тоже воспользуюсь этим шнуром. Ну, потом в последующем покажу вам. Естественно, потребуется наполнитель синтепух. И я, наверное, дополню тигра уже потом в конце вот таким зимним аксессуаром в виде шарфа вот из этой замечательной такой вот пряжи. Сейчас я приступаю к раскрою деталей. Мне для этого потребуется целый лист фетра. Я складываю пополам и уже здесь распределяю детали, чтобы у меня все поместилось. Ну, вот здесь, допустим, будет туловище, здесь голова, и лапы верхние, хвост, здесь две лапы, здесь две лапы и ушки. Так, ушки. Ну, допустим, да. Сейчас я все размещу. Хочу обратить внимание, что в детали я заложила припуски на швы, поэтому ничего дополнительного оставлять я не буду. Буду вырезать как есть по контуру выкройки. Все, теперь сейчас я наношу быстренько детали на фетр и вырезаю. Начну сейчас с крупных сначала, а потом уже приступлю к мелким. Ну вот, друзья, вот такие детали получились. Обратите внимание, что я поставила такие меточки здесь на ушках и вот здесь на лапках. Ну, чтобы потом уже сразу не думать, каким образом пришивать лапы и пришивать ушки. Вот где отметина, это ушко будет, значит, смотреть вот вовнутрь, скажем так. Вот таким образом ушко должно крепиться. Вот так вот. И то же самое сделала такие отметочки здесь на голове, чтобы уже потом тоже знать, где мне крепить эти самые ушки. Все, сейчас я приступаю
раскрою полосочек, потому что их нужно предварительно раскроить и сначала их нашить на тело, а потом уже стачивать все основные детали. Полосочки я буду делать в произвольной форме, ну, примерно представляя, да, вот какого типа они должны быть, ну, как они должны выглядеть. Это такие вот остренькие, как бы треугольнички. И поэтому никакой специальной выкройки я для них не делала, буду вырезать уже так, как придется. Ну, естественно, чтобы они были симметричные с обоих сторон, да, и повторяли полностью друг друга. Так. Ну, здесь, например, в районе мордочки. Складываем фетр таким образом. Пополам. И в произвольной форме вырезаю вот такие треугольнички. Раз. Раз. И два. Примеряем. Наверное, вот эти короткие повыше. Да, они просто очень длинные, мне такие не нужны. Но я сейчас как бы в момент пришивания буду уже корректировать. Ну вот как-то так это должно выглядеть. Вот. Это, допустим, будут полосочки для мордочки. Это я оставляю в сторону. Сейчас мне потребуются полоски для животика. Таким уже образом поступаю. Ну вот. Это даже можно сразу вот так вот будет сшивать. И потом выворачивать. На этом, наверное, пока все. Я начну делать вот эту часть работы, а потом покажу, что буду делать дальше. Друзья, вот какую работу я проделала уже. Я оформила мордочку тигра, предварительно вырезав из белого фетра вот эту часть, вот эту часть. И из фетра коричневого цвета сделала полосочки и вырезала нос. Мордочка готова для того, чтобы ее сшивать. Также я пришила полосочки на хвост. Обратите внимание, что они будут с одной стороны хвоста. Также я вырезала и пришила полосочки на тело самого тигра. И я уже сметала детали, сшила детали передних лапок, задних лапок и вот таких вот чудесных смешных ушек для своего тигренка. Друзья, поскольку я на даче, у меня нет с собой швейной машинки, я это все шью вручную, шью это швом назад иголка, вот такой аккуратненький ровный шов получается. И в принципе, если у вас тоже нету под рукой швейной машинки, можно будет сделать так. Благо фетр очень такой благодатный материал, и шить из него очень легко. Также хочу сказать, что лапы вот эти я решила
не оставлять место здесь для набивания и чтобы потом зашить, а решила ей зашить полностью по кругу, проложить строчку. А потом здесь я просто сделаю надрезик такой небольшой, для того, чтобы через это отверстие можно было набить лапку с инты-пухом. А потом я здесь аккуратненько это все зашью. Ну, будьте только внимательны, разрез требуется действительно небольшой, чтобы потом аккуратно зашить. Здесь это, конечно, лучше делать маленькими ножничками, но вот буквально небольшой разрезик такой, для того, чтобы потом его аккуратненько зашить, и будет все красиво и незаметно. Вот. Через это отверстие лапку вывернем. Ну, даже давайте сейчас я вам покажу, как это можно будет сделать. Все, посредством той же палочки для суши я ей помогаю. Подцепляем внутреннюю часть и вот таким образом подтягиваем, помогая при этом палочкой. Ну вот, можно остальную часть уже туда подпихнуть, и все хорошо, очень быстро выворачивается. Теперь нужно вот эти швы так хорошо разгладить. И вот такая лапка получается. Это у нас будет так называемая изнаночная сторона скрытая, да, она будет крепиться к телу тигра. А это будет лицевая. Друзья, еще хочу сказать, что, повторюсь, что я на даче, и у меня тут не очень хорошие условия для съемки, и видео может быть не очень качественным, да, там трястись камера, возможно, вернее, она трясется, и я прошу вас прощения за то, что, скажем так, выкладываю видео в таком качестве, но надеюсь, вам будет все понятно, и это не помешает вам насладиться моим мастер-классом и вдохновиться им, и в последующем шить тоже себе такого тигра. В любом случае, я вас благодарю за просмотры, за то, что смотрите мой контент и ставите лайки. Все, теперь, значит, я это все сшиваю. Тело сшивается по бокам. Вот эти места выточек сшиваются после. Это я покажу попозже. Сшиваю голову. Вот еще, пожалуйста, обратите внимание, что голову нужно сшивать, предварительно засунув туда ушки. Ушки я решила не набивать. Или нет, возможно, я их немножко набью. Самую-самую малость, вот здесь чуть-чуть. Чтобы они были более такие объемные. Вот буквально. Вот. Прошу прощения, друзья. Вот о чем я говорила. Камера моя, конечно, ходит вся ходуном. Ну, что делать? Творить хочется мне всегда и везде, поэтому я решила все-таки даже хоть в таких условиях снять мастер-класс и выложить его. Вот так сшиваем ушко. И уже, ну, вернее, не вшиваем, а вставляем ушко вниз между вот этими отметочками на одном уровне. И потом уже здесь можно будет закрепить все это дело булавочкой, для того, чтобы уже потом детали головы сшивать между собой. Ну, вот так. И потом, когда мы вывернем, вот ушко будет уже здесь вот таким образом закреплено. Все, друзья, этот этап работы я вам рассказала. Сейчас я это все сделаю и продолжим дальше. Я закончила прошивать все детали, за исключением одного вот этого места. Хотела специально вам показать. Как вы видите, я сшила хвост, вывернула его. Вот такой вот он замечательный, красиво получается. Лапки тоже полностью вывернула. Мордочка.
практически уже готова, за исключением небольших декоративных э, за исключением небольших декоративных дополнений. Здесь вот я в районе шеи, где будет крепиться шея, оставила незашитое место. Туловище будет вставляться сюда в голову и таким образом уже крепиться. Ну вот, я прошила вот эти вот места, сшила, скажем так, вот эти выточки, и сейчас буду выворачивать деталь туловища тигра. Ну, я специально задумала здесь внизу вот эту выточку для того, чтобы мне хотелось, чтобы тигр, он как бы стоял, сидел. Ну, чтобы фигурка, она была такая, игрушка, вернее, игрушка была стоячая. И поэтому здесь я сделала такую выточку. Кстати, вот это место, да, можно было сразу изначально прошить, я что-то совсем про это забыла. Поэтому сейчас я зашью уже с этой стороны, ничего страшного, так как все равно шея будет прятаться здесь вот в голове. А зашить необходимо, потому что при набивании, чтобы синтепух сюда не вылез. Сейчас я это быстренько прошью и начну уже набивать непосредственно все детали тигренка и покажу потом, что у меня получилось. Друзья, я набила все детали тигра. Вот такое туловище получилось. Набиваю я всегда достаточно плотно, потому что люблю, чтобы игрушка была такая тугая, упругая. И за счет этого она симпатичнее смотрится, более аккуратней. Ну и, соответственно, она будет более долговечна, потому что будет дольше держать форму. Обратите внимание, вот это место я уже зашила. И у нас получается такая фигурка, о чем как раз я говорила, что тигр будет, ну, как бы сидеть, стоять. Вот она спокойно, это донышко стоит. Также я набила мордочку тигра, и, как видите, я уже ее оформила. Я оформила, еще раз проложила уже основательно строчки по периметру полосочек. Вот этой лобной части, носовой, вышила ротик и пришила глазки вот таким образом, крест-накрест. Вот такая симпатичная мордашка получается. У меня оставлено место, которое я не зашила еще, и сейчас мы будем крепить уже голову непосредственно к туловищу. Но еще покажу вам хвост, который тоже все полосочки здесь укрепила уже основательным таким швом. Здесь зашила это место. И обратите внимание, что вот здесь вот как бы место крепления хвоста, оно не должно быть набито, оно должно быть таким полупустым. Это будет лучше крепиться, да, то есть не будет лишнего объема. Я посчитала, что так будет намного лучше. Также я набила лапки, прошила отверстие вот таким аккуратненьким швом и шилом передние лапки, верхние лапки, тоже эти места зашила. Сейчас я приступаю к креплению головы к туловищу. Для этого нужно вот таким образом, как бы вкручивающими движениями, голову одеть на туловище тигра и пришивать, совместить обязательно вот эти вот боковые швы, чтобы они совпадали и на голове, и на туловище. И начну пришивать я с области, ну, вернее, спереди. Сначала начну пришивать спереди, сейчас зафиксирую. То есть со стороны морды начну пришивать, а потом уже закончу со стороны спины. Вот, проверяем, что все было ровно. И теперь можно эту голову пришивать.
Ну вот, я пришила голову к туловищу. Посмотрите, как она хорошо сидит, плотненько. И практически не заметен шов. Вот таким образом я оформила задние лапки. Сейчас я начну все пришивать уже, окончательно собирать всего тигра, так сказать, по частям. Начну я с верхних лапок. Все аккуратненько выглядит. И при этом лапа достаточно такая подвижная. То есть хотите, тигр может быть лапа в сторону, хотите, он может здесь их сложить на пузике. То есть нет, что может быть этот вариант даже и самый лучший. Вот. Сейчас я займусь пришиванием второй лапы и уже потом перейду к хвосту и к нижним лапам. Ну вот, друзья, мой тигр готов. Вот такой совершеннейший симпатяга получился. Мне очень-очень нравится. Учитывая, что это был абсолютный экспромт, я вот совершенно, как говорится, случайно нашла картинку в интернете. Мне она очень понравилась. И я по ней сделала эскиз, сделала выкройку и сшила вот такого замечательного тигра. Талисмана наступающего 2022 года. И вот решила поделиться этим с вами. Ну, если вам понравился мой мастер-класс, если он был вам полезен, то, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И желаю вам вдохновиться тоже на создание такого талисмана. До новых встреч. Пока-пока.